Bluetooth наушники форм-фактора вкладыши 14,2 мм, динамическими драйверами, поддержкой технологии DeepX, поддержкой фирменного приложения с сенсорным управлением, минимальной задержкой до 55 миллисекунд, и шумоподавлением во время звонков, легким дизайном, временем автономной работы до 6 часов на одном заряде наушников и до 30 часов вместе с боксом. Обо всем этом и не только можно прочесть в рекламе к беспроводным наушникам под названием iQOO TVS Air 2. Но как на самом деле дела обстоят у этой модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в стандартной упаковке от iQOO. На коробке есть название, изображение и краткие характеристики модели. В комплекте мы имеем бокс, вкладыши, краткое руководство и все. Кабеля для зарядки не положили, за что минус. Вес бокса 29 граммов, а вес одного наушника 3,8 грамма. Габариты бокса небольшие, 52 на 56 на 24 мм, габариты наушников 30 на 17 мм. Звуковод овальной формы 6,5 на 4 мм. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. На данный момент я разыгрываю ежемесячно Poco X6 Pro смартфон. За лайк, подписку, комментарий к любому видео, притом комментарий должен быть больше 5 слов. В комментарии вы указываете свое имя в телеге или в описании канала свое имя в телеге, подписывайтесь на ТГ скидок, и вы автоматически в розыгрыше. Даже на розыгрыше приходить не надо. И смартфон Poco F6 Pro. В презентации Poco можете узнать условия по ссылке в описании. Переходим к беспроводным наушникам. Начнем. В продаже имеется только две расцветки: белая и темно-серая. Форма бокса овальная, он не особо крупный и в кармане не мешается. Выполнен бокс из матового пластика, сборка хорошая, учитывая стоимость, но по дизайну все стандартно для iQOO. Потертости и царапины на боксе моментально не остаются, но корпус марки. Далее на корпусе расположили название производителя, разъем Type-C и LED-индикатор. Открыть одной рукой крышку бокса можно без проблем, крышка в открытом состоянии фиксируется. Шарнир пластиковый, люфт у крышки заметный. Внутри находится краткая информация мелким шрифтом и два вертикальных места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом. Наушники в боксе слегка гуляют, вытряхнуть наушники с закрытой крышкой бокса не получится, а с открытой крышкой нужно будет приложить немного усилий. Переходим к наушникам. Изготовлена данная пара из глянцевого пластика, посадка комфортная, сидят наушники неплохо в ушах, но лично мне данная посадка кажется неплотной. Есть вкладыши у других производителей с более комфортной для меня посадкой. При этом дискомфорта с этой парой на протяжении 2 часов прослушивания музыки непрерывно я не обнаружил, но бегать с ними лично я не могу, так как они выпадают. Нужно силиконовые накладки отдельно покупать на Али. Я думаю, вы знаете, что они под вкладыши под все продаются. Далее на корпусе расположили два контакта для зарядки, микрофоны, маркировку Left и Right и сенсорную область для управления. Из тапов на борту плей-пауза, переключение треков, вызов голосового ассистента и ответ сброс вызова. Одиночного тапа нет, но и само управление очень скудное. Нормально можно пользоваться только плей-паузой во время прослушивания музыки. На тапы наушники откликаются неплохо, какого-то озвучивания у команд нету, грубо говоря, сенсорное управление, что есть, что нет. Оснащены iQOO TVS Air 2 динамическими драйверами на 14,2 мм, диапазон частот стандартный от 20 Гц до 20 кГц. По кодекам есть только AAC и SBC. Из интересных функций можно выделить стереоэффекты DeepX, которые можно найти в фирменном приложении. Ну и все. На борту 6 видов стереоэффектов, настроены они хорошо, но кастомного эквалайзера нет. Заряд наушников в шторке отображается по одному, они работают, но переподключение не бесшовное, а с заметной задержкой. При этом бокс умный, наушники автоматически подключаются после открытия крышки бокса с ранее сопряженным устройством. Полноценного мультипоинта не завезли, разумеется, как и датчиков автопаузы. Далее, полный цикл зарядки бокса занимает 1 час 50 минут, а наушников около часа. Беспроводной зарядки у бокса нет, время автономной работы по кодеку AAC на 80% громкости составляет 4 часа 45 минут, что является далеко не лучшим результатом, но и не совсем плохим. Бокс может продлить время автономной работы в этом сценарии использования еще на 20 часов в среднем. Далее, наушники имеют водонепроницаемость класса IP54, я искупал их в воде, по итогу с ними ничего не произошло, внешне они никак не пострадали и функционал остался рабочим, но я, разумеется, не советую вам делать подобное. iQOO TVS Air 2 подключаются к приложению под названием Vivo TVS. Приложение на русском языке, но перевод неполноценный. На стартовой странице с наушниками мы имеем заряд наушников и бокса по отдельности, что удобно ко всему в процентах, настройка общей конфигурации, звуковые эффекты DeepX, настройка команд управления и обновление прошивки. Мне лично обновления уже прилетали. Bluetooth версии 5.3, связь со смартфоном держит хорошо, а через одну стену не отваливаются, а вот через две стены уже пропадает звук. Задержка на YouTube приемлемая в целом, как и в играх, но данная пара подойдет только скоротать время в очереди. Плюс от меня за стереоэффект
DeepX Monster Sound для игр. Очень даже хорошая предустановка. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны с шумоподавлением во время звонков отрабатывают неплохо и довольно добротно, но перегруз есть, как и искажение голоса. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов беспроводных наушников iQOO TVS AR2, насколько они хороши, решать вам, но напоминаю, что желательно, как я уже говорил в ролике и скажу еще раз, приобретать все-таки наушники того же бренда, что у вас смартфон. Для того, чтобы все фишки, гипотетические даже, включая Немаху, работали. И вот так вас будет слышать собеседник. Разумеется, если вы будете говорить в микрофон вашего смартфона, слышать он вас будет лучше, но и здесь наушники не очень плохие. Звучание хорошее, но без вау-эффекта. Запас громкости есть, я прослушивал музыку на громкости около 75-80%, в идеале хотелось бы больше запаса громкости. Высокие звучат приятно, середина проработана неплохо, низких частот, разумеется, мало, но в общей картине с учетом стоимости не все так плохо. Я бы даже сказал, что звучание хорошо сбалансировано. С другой стороны, это просто хорошие вкладыши с хорошим звуком, но не более. Из минусов: плохо реализованное управление, нет регулировки громкости, скользкий корпус наушников. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Скоро сейл на Али, там будет много всего веселого и интересного. Poco X6 Pro в прошлый раз был по 19,5 тысяч рублей. Неплохо, правда? Резюмирую, iQOO TVS AR2 недорогие вкладыши с довольно хорошим звуком, но их однозначно нужно примерять. Я не особо в восторге от данной модели из-за управления и посадки, но в целом от меня девайсу да, особенно если у вас смартфон iQOO. Напоминаю, что аксессуары советую приобретать того же бренда, что и главное устройство, с которым вы контактируете. Подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья!